Давай начнем блокировать анимацию прыгающего мяча. Вот у меня все еще есть моя базовая интерполяция. Так что, выбрав все ключевые кадры, я нажму T и переключусь на постоянную интерполяцию. Таким образом, наш мяч будет привязан к другому положению, которое мы ранее установили. Идея в том, чтобы не отвлекаться на какие-либо интерполяции и сосредоточиться на времени и формах нашего мяча. Поскольку наша анимация будет циклической на 24 кадре, нулевые кадры и 24 кадр будут точно такими же. Так что мой хронометраж будет немного сбит, если я прочитаю как нулевой кадр, так и 24 кадр. Поэтому я уменьшу длину моей анимации с нулевого кадра до 23 кадра, говоря о форме. Мы сейчас здесь посмотрим на сквош и потянемся. Если ты увлекаешься анимацией, я уверен, ты уже слышал об этом. Если ты поищешь сквош и мяч для растяжки на YouTube, ты можешь найти это видео. Я поместил ссылку в документацию. Когда мяч бросают на большой скорости по поверхности, и он касается ее, он раздавливается. С силой удара мяч становится плотнее, но его объем должен быть сохранен. Так что он также становится больше. Но в этом случае раздавливание принесет нам две информации. Сила удара и мягкость материала мяча. Что касается нашей анимации, если мы рассматриваем наш нулевой кадр как кадр, где наш объект коснется земли, мы можем перейти на один или два кадра вперед и начать раздавливать мяч, масштабируя его по оси Z вниз, но также масштабируя его по осям X и Y. Таким образом, у нас будет сохранен весь объем. Ты можешь видеть здесь, что ключевой кадр не был записан, так как мне нужно включить автоматическую запись. Поскольку я ранее не писал ни одного масштабирующего ключевого кадра, ты можешь видеть, что шар остался плоским. Я просто нажму Alt-S, чтобы сбросить масштаб на первом кадре и на всех остальных кадрах. Поскольку мы только что создали ключевые кадры масштабирования, они только что были добавлены в нашу анимацию. И поэтому по умолчанию Lendo переключит их интерполяцию на Basic. Итак, мы видим, что наше местоположение все еще находится в пошаговом режиме, но у нас есть масштабная интерполяция. Поэтому я выделю все ключевые кадры нажатием T и установлю их постоянными. Оттуда мы сможем работать над растяжением нашего мяча. Растяжение физически менее очевидно, когда мы наблюдаем за подпрыгивающим теннисным мячом, но оно все еще здесь. Итак, мы можем использовать растяжку для ввода физической информации в наш прыгающий мяч, но мы также можем использовать ее для ввода информации о скорости. Если мы посмотрим на самое начало видео, мы увидим, что мяч размыт, и это сразу же передаст нам некоторую информацию о скорости. Так почему же мяч, вероятно, в настоящее время идеально круглый, то, как камера фиксирует его, образует какие-то эллиптические формы. И у нас такое же чувство, когда мы наблюдаем за чем-то, что происходит быстро. А если бы мы посмотрели на правую руку ученого, то увидели бы, что его пальцы тоже размыты, потому что его рука двигалась очень быстро. Из-за скорости его палец выглядит немного больше и длиннее. Когда предмет падает и ударяется о землю, он достигает максимальной скорости непосредственно перед тем, как удариться о землю. На нулевом кадре мы можем ввести информацию о растяжении, увеличив масштаб шара и уменьшив его масштаб по X и Y, чтобы сохранить его объем. Когда мяч оторвется от земли, это тоже будет его самая высокая скорость. Так что я могу продублировать нулевой кадр и переместить его на третий или четвертый кадр. Мяч растягивается, ударяется о землю, сжимается и снова растягивается, когда отрывается от земли. Просто посмотрев эти несколько кадров, мы начинаем ощущать анимацию мяча. И это очень важный вклад всякий раз, когда мы будем использовать метод блокировки, заключается в том, что ты должен чувствовать свою анимацию только через эти позы. Как уже говорилось ранее, нулевой кадр и 24 кадр должны быть одинаковыми. Поэтому я выберу нулевой кадр, нажму Shift плюс D, чтобы дублировать его и переместить на 20 кадр. С нулевого кадра на 4 кадр мяч находится на земле, а затем он покидает землю с 4 кадра на 24 кадр. С точки зрения времени, мяч должен двигаться вверх и вниз почти равномерно. Так что я могу сместить положение вверх до 14 кадра. Таким образом, у нас есть 10 кадров, движущихся вверх, и 10 кадров, движущихся вниз. В качестве более тонкого детального паса, что мы можем сделать,
это слегка раздавить мяч всякий раз, когда он достигает своей верхней позиции. Эта небольшая модификация переведет инерцию мяча всякий раз, когда он замедляется, в положение остановки. В настоящее время наша блокировка приносит минимальную информацию, необходимую нам для перехода к следующему шагу. Все экстремальные позы мяча заданы, и у нас есть приблизительное время. Для этого очень специфического упражнения мне может быть достаточно перейти к сплайну, чтобы перейти к следующему этапу процесса анимации. Но мы также можем ввести еще некоторые детали на этапе блокировки, введя некоторые промежуточные позы или что-то промежуточное. Промежуточное звено поможет нам определить расстояние между нашими мячами всякий раз, когда они находятся в воздухе. Наш мяч совершает 8-метровый прыжок в высоту, поэтому я перемещу его между 2-4 метрами и устраню масштабирование. Теперь, в зависимости от того, куда я перемещу этот ключевой кадр, это изменит интервал анимации. Если я передвину этот ключевой кадр ближе к четвертому кадру, где он взлетает, наше расстояние будет больше в начале прыжка, чем когда он достигает наивысшей точки, что означает, что на седьмом кадре мяч полетит быстрее, чем на 10-м фрейме, чего мы и хотим, потому что мяч отрывается от земли на полной скорости. Так что он достигнет своего положения в воздухе до 9-го фрейма. И при падении он будет на полной скорости на 24-м фрейме. Так что он должен быть в воздухе ближе к 24-му кадру, чем к 14-му. Я знаю, что интервал может быть немного сложным, когда ты находишься на стадии блокировки, и это будет намного более очевидно в следующем видео. Подводя итог, на этапе блокировки мы создаем ключевые рамки для экстремальных поз, мы делаем приблизительные временные контуры, мы можем использовать разбивки и промежуточные моменты. Чтобы ввести больше информации о интервалах и времени, мы можем использовать сквош и растяжку для ввода скорости и физической информации.